Привет, меня зовут Лекс, я автор текстов и редактор компьютерной игры The Executioner, Палач. Студия зародилась осенью прошлого года, и да, Палач — наш первый проект. Все началось с того, как мой хороший друг и коллега Фуат пришел ко мне с неординарной идеей этой игры и предложил писать для нее тексты. Изначально это был домашний проект. Мы планировали написать текстовый квест с механиками, потом попробовали свои силы на Ludum Dare и решили, что мы можем больше и лучше, в связи с чем собрали большую команду. Аню, которая наш геймдизайнер, Тамару, которая делает для нас все интерфейсы и весь графический дизайн. Потом мы нашли Игоря. Упорные поиски увенчались успехом, у нас теперь есть достойный художник. И Владимира, который занимается нашими связями с общественностью и английской частью текстов. Идея принадлежит Фуаду. Мы все ее поддержали далеко не сразу, только после того, как после успешной презентации, демонстрации возможностей потенциала игры, мы наконец-то все поверили в то, что это будет как минимум яркий и уникальный проект. Мы все поддержали и радостно включились в работу, потому что поначалу некое чувство отторжения испытали даже мы. Оно быстро прошло, надо сказать. Наш проект мало общего имеет с текстовыми квестами непосредственно, как это было 20 лет назад. Формат, как игра с большим количеством текста и с минимумом графики, пришел к нам потому, что у нас был человек, я, который пишет тексты, у нас был хороший геймдизайнер, даже два хороших геймдизайнера, но у нас не было 3D-художников, которые могли все это долго и упорно собирать годами. Мы хотели сделать проект быстро, красиво и именно то, что мы задумывали. Под этот формат подходила именно игра, снабженная большим количеством текста. Но при этом основу ее составляют несколько уникальных механик, которые мы создавали непосредственно для этой игры, и, возможно, больше они нигде не встретятся. Иными словами, текстовый квест — это форма или даже подобие, да, на что больше всего похожа игра. На самом деле начинка у нее чуть более сложная. Смысл текстов во многом в том, что они более мягко доносят очень жесткую историю, которую, наверное, невозможно было бы так легко воспринимать, если бы она была вся нарисована и озвучена. Наш главный герой и основное действующее лицо игры — это молодой палач, вернее, молодой человек, который становится палачом, потому что наследует эту должность от своего отца. Наследует слегка преждевременно, потому что, как и было в истории, палач — это наследственная должность, и она переходит от отца к сыну. Но наш герой явно не ожидал получить ее в 18 лет. Наш Теодор Грим, палач, несколько странный молодой человек, он не социализирован, он воспитывался отцом в строгости и в изоляции от общества, он имеет свои особенности, то есть, к примеру, врожденный дар отличать правду от лжи. И несмотря на то, что он великолепно подготовлен теоретически в области пыток, насилия и умения быстро или, наоборот, мучительно завершать жизнь, он вместе с игроком приступает к этой тяжелой профессии впервые. Смысл игры в том, что главный герой приступает к своей профессии. Она грязная, жестокая, и ей невозможно заниматься, не изменяясь психологически. В процессе наш герой мало того, что меняется сам, он еще, я имею в виду состояние психики, отчаянно старается не сойти с ума от того, что совершает бесчеловечные вещи. Он еще узнает про людей, и часто про не последних людей государства, разные вещи. Он, как хороший детектор лжи ходячий, видит и врет человек или говорит ему правду. При этом у него есть приказ королевского судьи получить признание, и королевскому судье как раз неважно, даст это признание виновный человек или невиновный. Но это важно
тому, кто непосредственно это признание вырывает, то есть нашему палачу. Когда он понимает, что он казнил человека, который либо был не виноват в преступлении, либо был замешан во что-то более крупное, чем преступление, с которого казнили. То есть если он своей хорошо развитой интуицией понимает, что что-то не так, то, безусловно, это его волнует. Пытаясь восстановить свое поврежденное сознание, он начинает расследовать преступления своих жертв. Он, безусловно, уже ничем не может помочь казненным людям, но он может для себя восстановить справедливость и либо найти истинного виновника, либо убедиться в том, что все сделал правильно. Каждый игрок сам решает, насколько ему увлекаться и отождествлять себя с героем. Возможно, для кого-то отождествить себя с средневековым палачом несколько сложно. Но мы задумывали игру, и практика показывает, что обычно ее воспринимают именно так, как мы ее задумывали, как игра с глубоким погружением в персонажа и с тем, чтобы игроки вместе с палачом прошли этот путь. Понимали, что именно от них зависит судьба человека в пыточном кресле. На данный момент у нас есть действующая демо игры на русском и на английском. Пролог, в котором можно посмотреть механики, в котором можно прочитать завязку нашей истории, познакомиться с некоторыми действующими лицами главными. И сейчас мы с этим демо, с этой презентацией проекта находимся на Кикстартере, пытаясь собрать денег на дальнейшую работу. Следите за нашим проектом на GameGuru, на Кикстартере, делитесь им и новостями о нем, если вам понравилась идея. А мы постараемся воплотить ее как можно быстрее и красивее. И пожелания от всех нас, как от компании Lesser Evil Games. Хорошо представляйте себе, что для вас значит меньшее зло.